Добрый день, приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Сегодня хочу рассказать, как связать крючком 3 очень простых узора. Они простые, но несмотря на это, очень интересно смотрятся в изделиях. Таким узором вы сможете связать любую летнюю вещь, будь то топ, джемпер, летняя кофточка, летний кардиган, блузка и даже летняя сумочка. Когда я буду вязать каждый узор, я обязательно буду показывать, какие вещи из него вы можете связать. А под видео оставлю ссылку на подробное описание вещей, связанных данными узорами. Всего будет 3 узора, все они очень простые. Вам нужно уметь вязать только столбики с накидом и воздушные петли. Начнем с первого узора. Посмотрите, как он вяжется. Я постоянно встречаю этот узор в разных изделиях, и мне очень нравится, как он выглядит. Состоит он из столбиков с накидом и воздушных петель. Так выглядит схемка узора. Раппорт состоит из 3 воздушных петель в длину и 2 рядов в высоту. Этот образец связан из пряжи Alize Bella. Состав 100% хлопок. Серия Alize Bella Batik Design. Пряжа секционного крашения. В 50 граммах 180 метров. Крючок я использовала номер 2. Вот этот образец связан из пряжи Yarn Art Jeans. Тоже крючком номер 2. Но, если честно, мне этот образец понравился меньше. Я считаю, что для данного узора стоит использовать более тонкую пряжу и даже, возможно, крючок номер 1 и 2, либо 1,5, для того, чтобы летняя вещь не просвечивала. Сейчас давайте посмотрим, какие интересные изделия можно связать данным узором. Вязать сегодня буду из пряжи Gazal Baby Cotton 160 метров в 50 граммах. Состав акрил и хлопок. Крючком номер 2. Узор вяжется несложно, но, возможно, тем, кто только начинает вязать, этот урок пригодится. Набираю 22 воздушные петли. Делаю первую петлю. Захватываю нить, протягиваю и завязываю узелок. 22 петли. Я набирала для подъема, поэтому начиная с 4 петли, 1, 2, 3 петли пропускаю, в 4 вяжу столбик с накидом. Потом пропускаю 2 воздушные петли, 1, 2, в 3 петлю вяжу 3 столбика с накидом. Все в одну петлю 3 столбика. 1 столбик, 2 столбик и 3 столбик. Первая группа готова из 3 столбиков. Пропускаю 2 воздушные петли и в 3 петлю 1, 2, в 3 опять вяжу 3 столбика с накидом. Чтобы петля сильно не растягивалась, я немножко придерживаю цепочку, когда ввожу в нее крючок и вывязываю столбик. И 3 столбик. Пропускаю опять 2 воздушные петли, вяжу группу из 3 столбиков с накидом. Под видео в инфобоксе я также оставлю ссылочку на статью, где будет размещена схема, описание этого узора и примеры моделей, которые можно связать данным узором. Так что обязательно заглядывайте в инфобокс. До конца ряда свяжу точно таким же образом, только единственное, в последнюю воздушную петлю буду вязать 2 столбика с накидом. Сейчас я это покажу. 2 петли пропускаю, в 3 опять 3 столбика с накидом.
2 петли пропускаю, в третью 3 столбика с накидом. И в последнюю воздушную петлю нужно связать 2 столбика с накидом. Для симметрии узора нужно будет вязать 2 столбика, чтобы край был ровным. Первый ряд готов. Так он выглядит. В следующем ряду набираю 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Вяжу столбик с накидом в вершину последнего столбика предыдущего ряда. Вот сюда вяжу столбик с накидом. По краю у нас в одном ряду будут 2 столбика с накидом, в другом ряду будет воздушная петля и столбик с накидом. Дальше нахожу группу из 3 столбиков с накидом и в серединку, в центральный столбик вяжу столбик с накидом, воздушную петлю и еще один столбик с накидом. Так до конца ряда. В каждый второй столбик из группы 3 столбиков нужно будет связать рогаточку, так называемую. Это столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Эту группу столбиков называют также галочками. Пока не появились узор галочки с трикотажной пряжи, можно было однозначно сказать, что если галочки, то вяжем столбик с накидом, воздушная петля. А сейчас чаще всего узор галочки используется при вязании трикотажной пряжи. Последние находим цепочку из 3 воздушных петель подъема в первом ряду. В третью петлю я вяжу 2 столбика с накидом. 1, 2. Вот раппорт узора связан. Опять делаем 3 воздушные петли подъема. В вершину последнего столбика с накидом вяжу столбик с накидом. Вот сюда. И теперь под воздушную петлю, которая находится в центре рогаточки, буду вязать 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Как я и говорила, уже узор очень-очень простой. При этом он выглядит легко и ажурно в летних вещах. И если вы будете вязать его крючком маленького размера и вы возьмете не очень толстую пряжу, то вам не нужно будет носить под данное изделие никакого подклада. Не нужно будет делать второй слой. Этот топ будет вполне себе самостоятельной вещью, так как он не будет сильно просвечивать. До конца ряда вяжу 3 столбика с накидом под одну воздушную петлю. Здесь очень сложно запутаться. В конце опять нахожу, можно связать вот сюда под цепочку из 3 воздушных петель 2 столбика с накидом. Не обязательно их вязать именно в третью воздушную петлю. Вот так будет выглядеть, если вы свяжете просто под цепочку, но аккуратнее, конечно, смотрится, если будете вязать в третью воздушную петлю. Выбирайте сами, как вам удобнее. Делаю 3 воздушные петли. Вяжу столбик с накидом, нахожу второй столбик из группы 3 столбиков с накидом, вот сюда, и в него вяжу опять рогаточку. Вяжу уже второй раппорт узора в высоту. Сейчас я свяжу еще парочку рядов, покажу, что у меня получается. Вот посмотрите, такой образец из пряжи зеленого цвета. Лицевая сторона, изнаночная сторона. В принципе, они выглядят практически одинаково. Второй узор называется галочки. Так он выглядит из пряжи секционного окрашивания Alize Bella. Сейчас мы будем вязать пряжей Alize Cotton Baby кораллового цвета. Я взяла ниточку тоненькую, чтобы вы посмотрели, как этот узор ложится при вязании летних топиков и кофточек. Вот такой метраж у пряжи. Состав хлопок с акрилом. Узор галочки состоит тоже из столбиков с накидом и воздушных петель.
Раппорт узора равен 3 петлям. Мы будем набирать 14 петель плюс 3 воздушные петли подъема. Если вы будете вязать по кругу, то вы будете набирать количество петель кратное 3. Вязать буду крючком номер 1,70. Первую воздушную петлю и вяжу 14 петель воздушных плюс 3 воздушные петли подъема. Один, два, три. Пропускаю 5 воздушных петель и в шестую петлю вяжу первую галочку. Галочка состоит из 2 столбиков с накидом и воздушной петли между ними. Вяжу первый столбик с накидом, воздушная петля, и в эту же воздушную петлю цепочки вяжу второй столбик с накидом. Готова первая галочка. Пропускаю 2 воздушные петли и в третью вяжу вторую галочку. Столбик с накидом, воздушная петля, опять столбик с накидом. И так до конца ряда будем пропускать 2 воздушные петли и вязать галочку. 2 воздушные петли пропускаем, галочка, 2 воздушные петли пропускаем, галочка, в конце ряда у нас осталось 2 воздушные петли. Мы пропускаем одну петлю и в последнюю вяжем столбик с накидом. Так как я вяжу по прямой, мне нужно, чтобы в конце ряда был прямой столбик. Но зачастую топики, кофточки и даже сумочки вяжутся по кругу, и конечные петли их вязать не нужно. Узор просто будет связан по кругу. Первую галочку в узоре, вот эту, вы будете заменять на 2 воздушные петли. Вязать по кругу и вязать соединительный столбик в круговом ряду вот сюда в цепочку из воздушных петель. Набираем 3 воздушные петли и ищем воздушную петлю, которая была у нас в центре галочки. Будем вязать галочку над галочкой. Под воздушную петлю вяжу столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И так до конца ряда. Галочку вяжу под воздушную петлю предыдущей галочки. Узор невероятно простой, но при этом из него можно связать очень интересные лаконичные вещички. В конце ряда над цепочкой из воздушных петель в третью петлю цепочки, в самую верхнюю, вяжу столбик с накидом. Вот так выглядит 2 ряда, связанные этим узором галочки. Этот образец из Alize Bella крючком номер 1,75 тоже связан. И из однотонной пряжи тоже выглядит хорошо узор. Вариация узора галочки – это узор галочки, связанный в шахматном порядке. Раппорт узора равен 3 петлям. Набирать для образца нужно также 14 воздушных петель плюс 3 воздушные петли подъема. Вяжется он абсолютно аналогично первому узору, только галочки вяжутся не под галочку, ни сюда, ни воздушную петлю, а между галочками. И здесь будет отличие в начале и в конце ряда. Вязать будем не как в первом варианте цепочку из 3 воздушных петель, либо 1 столбик с накидом, а нам нужно будет связать галочку в начале и в конце ряда. А сейчас вам покажу круговую схему для вязания узора галочки. Эту схему очень часто используют при вязании детских шапочек, женских шляп, панам и разного вида головных уборов. Узор номер 3. Посмотрите его схемку. Этот узор состоит из столбиков без накида и воздушных петель. Для образца нужно набрать 11 воздушных петель. Для этого узора я взяла пряжу пехорка жемчужная, ярко-красивый синий
васильковый цвет. Такой метраж у пряжи. Состоит она из хлопка и из вискозы. Отлично подходит для вязания летних вещей, а авосик это пряжа. Набрали 11 воздушных петель в третью петлю. 1, 2, в третью. Вяжем столбик без накида. Дальше 2 воздушные петли. Пропускаю один столбик и опять вяжу столбик без накида. В следующую петлю вяжу столбик без накида. 2 воздушные петли. Одну петлю пропускаю, вяжу столбик без накида. Опять столбик без накида. 2 воздушные петли. Одну петлю пропускаем и вяжем столбик без накида. Первый ряд готов. Такие маленькие арочки получаются. Для вязания второго ряда набираю одну воздушную петлю и вяжу под арочку из 2 воздушных петель предыдущего ряда вот сюда. Буду вязать столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Под следующую арочку то же самое: столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Под третью арочку столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. И в конце в первую воздушную петлю нужно будет связать столбик без накида. Готов второй ряд. Давайте сейчас свяжу третий и последующие ряды. Все они вяжутся точно так же. Узор получается очень легкий, не сильно ажурный. То есть просвечивать вещь, связанная таким узором, не будет, если вы, конечно, возьмете тонкую пряжу и тонкий крючок. Я закончила вязать несколько рядов, чтобы показать вам, как выглядит этот узорчик. Он действительно не затейливый, но он в летних топиках и кофточках выглядит очень симпатично. Ну что, я надеюсь, вам понравился мой видеоурок. Вы обязательно выберите для себя какой-нибудь из этих узоров. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пока-пока. Да, и не забывайте заглядывать в инфо под видео. Там всегда много интересной информации для вас.